Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! А в вашем гардеробе есть красивая повязка на голову? Повязка просто необходима в осенне-весенний период, когда погода просто непредсказуема. Она займет мало места в вашей сумочке, а при необходимости согреет ваши ушки и украсит вас. В данном видео я поделюсь с вами идеей вязания спицами простой и красивой повязки с такой объемной косой. Сама идея очень проста. Вязать можно с одной косой, можно с двумя, а можно повязку превратить в снуд. Вязать такую повязку можно и маленьким принцессам, и взрослым леди. Вязать можно любой пряжей и любыми спицами. Вязать ее очень просто и легко. Справятся даже начинающие в вязании. Данная повязка у меня связана на объем головы 52-54 сантиметра. При этом давайте посмотрим по размерам. На обхват головы 52-54 и здесь около 50 сантиметров. То есть повязка легко тянется. Далее ширина. По изнаночной стороне кладу сантиметр. Получается около 10 сантиметров в готовом виде. Для вязания данной повязки я использовала пряжу Alize Lana Gold. Это полушерсть в 100 грамм 240 метров. Расход более половины мотка, вот остатки от 100 грамм. Вязание я выполняла спицами номер 2,5. В процессе вязания пригодится крючок, маркеры и иголка. Перед вязанием повязки я выполнила вязание образца. Образец этот лицевой гладью у меня связан. И на 10 сантиметров моя плотность вязания получается 18 петель. От этих данных вы можете отталкиваться, если будете использовать другую пряжу. Вязание повязки выполняется из вязания такой полоски узором азиатский колосок. Общая длина у меня получилась около 49-50 сантиметров. Особое внимание хочется обратить на ширину. Общая ширина в таком виде около 17 сантиметров и сама центральная часть около 9 сантиметров. Как я здесь выполняю вязание? Кромочная петля, 7 петель платочной вязки, затем 17 петель лицевой глади. Здесь лицевые петли, здесь изнаночные петли, 17, затем 5 петель платочной вязки и кромочная петля. Из этого и состоит вязание данной повязки. Приступаем к вязанию. Беру пряжу, спицы номер 2,5 и обычным способом набора выполняю набор общего количества 31 петля. Вязание первого ряда. Первую петлю кромочную снимаю. Далее 7 лицевых петель платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее центральные 17 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 лицевых петель платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная петля, изнаночная петля. Вязание второго ряда. Кромочную петлю снимаю. 5 лицевых петель платочной вязкой. 1, 2,
3, 4, 5. Далее центральные 17 петель вяжем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Следующие 7 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная петля, изнаночная петля. Далее вязание 2 рядов в высоту повторяем. 3-й ряд вяжем как 1, а 4-й ряд вяжем как 2. При этом на что хочется обратить ваше внимание, на расположение петель. Кромочная петля, и смотрите, здесь 7 лицевых петель. Я их вяжу за переднюю стенку. Семь лицевых петель. Далее центральные лицевые 17 петель, я их вяжу за заднюю стенку петли. Выполняется вязание таким образом, чтобы петли были прямые, а не скрещенные. Обязательно обращайте внимание на расположение ваших петель. Вязание первых 4 рядов я выполнила. Далее вязание с 5 по 10 ряд будет повторяться. В 5 ряду вяжется платочная вязка, затем центральные 17 петель закрываются, в этот же момент набираются 17 петель, и вязание продолжается до конца. Здесь 5 лицевых петель платочной вязки и кромочная петля. Вязание 5 ряда. Первую кромочную петлю снимаю, 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие центральные 17 петель будем закрывать. При этом рабочую нить я перекидываю перед работой. Следующую петлю переношу на правую спицу. И рабочую нить обратно за работу. Ее из руки убираю. И далее смотрите, на правую спицу переношу следующую петлю, левой спицей подхватываю первую и опускаю на вторую переснятую. Опускаю петлю, одну петлю закрыла. Следующую петлю переношу на правую спицу, левой спицей подхватываю первую петлю и опускаю, петлю закрыла, следующую петлю переснимаю на правую спицу, левой спицей первую подхватываю и опускаю. Так выполняю закрытие центральных 17 петель. В завершении закрытия центральных петель лицевую петлю переснимаю, левой спицей опускаю. Центральные 17 петель закончились. Следующую одну петлю переснимаю, левой спицей на нее опускаю. Эту петлю возвращаю на левую спицу и обязательно себя проверяю. Кромочная и 5 лицевых петель платочной вязки. Рабочая нить у нас располагается здесь. Вязание разворачиваем. Берем крючок и будем набирать петли на эту спицу. Между первой и второй петлей ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю, одеваю на спицу. Раз петля. Между первой и второй петлей ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю, одеваю на спицу. 2 петля.
Между первой и второй ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю, 3 петля. И так набираю общее количество. Закрывала я 17, а набираю 17 плюс 1. Общее количество 18 петель. 18 петля пойдет на соединение ряда. Выполнив набор 18 петель, вязание разворачиваю на лицевую сторону. Рабочую нить располагаю так. Обязательно проследите за тем, чтобы наборный ряд не перекрутился таким способом. Ровно. На правую спицу с левой спицы переснимаю одну петлю. На эту петлю левой спицей подхватываю 18 и опускаю ее. В этот момент рабочую нить затягиваю. С правой спицы возвращаю обратно петлю, и ряд я соединила. Здесь получились 17 центральных петель, и тут себя проверьте. Кромочная и 5 лицевых петель. Вязание 5-го ряда завершаю до конца. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная петля, изнаночная петля. Вязание 6-го ряда выполняется, как и вязание 2-го ряда. Первую петлю кромочную снимаю, 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Центральные наборные 17 петель, их выполнять вязание изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная петля, изнаночная петля. Затем вязание 7, 8, 9 и 10 рядов выполняются точно так же, как и вязание первых 4 рядов. То есть получается лицевые ряды, все лицевые петли, изнаночные ряды, первые 5 петель лицевыми, центральные 17 изнаночные, 7 петель лицевыми. Вязание первых 10 рядов выполнено. Далее с 5 по 10 ряд включительно повторяем необходимое количество раз, пока у нас не получится данная полоска необходимой длины. При этом можете пользоваться либо данной шпаргалкой, либо под видео нажмите слово «Еще», и там будет автоматические перемоты на вязание нужного ряда. Выполняя вязание по вязке высоту, какой же длины ее вязать, как это определять? Разворачиваю на изнаночную сторону, вот они полосочки, здесь изнаночная гладь. Располагаю так. Первую полоску беру и так разворачиваю. Получилась петля. Через эту петлю, вот она следующая полосочка, беру пальцами и протягиваю. Опять получилась петля. Через эту петлю следующую полоску протягиваю. И так далее. И вот она получается уже сама коса. Протянув до конца, вот одна петля осталась, а здесь спица уже. Дальше я не протягиваю. И смотрите, вот она коса, придаю ей
хороший объемный вид. Затем соединяю за платочную вязку начало и конец полоски. Таким образом и примеряю на объем головы. Это я делаю в процессе вязания всей высоты. И выполнив вязание на нужную высоту, нужный объем головы, я перехожу к закрытию этих петель. У меня в высоту получилось 24 такие полосочки, это 24-я. И теперь петли закрываем. Закрываю обычным способом. Первую петлю снимаю, следующую петлю вяжу лицевая, на нее левой спицей опускаю. Следующая лицевая, на нее левой спицей опускаю. И так закрываю все петли. В завершении закрытия петель крайнюю петлю провязываю, в нее опускаю и через эту петлю рабочую нить еще протягиваю, нить вытягиваю длинную, после чего ее обрезаю и вставляю в иголочку. А узелок здесь фиксирую. Вставив рабочую нить в иголку, совмещаю начало и конец повязки. При этом я беру маркеры, и чтобы вам было более понятно, крайняя лицевая петля подхватываю здесь, и крайняя лицевая петля подхватываю здесь. Соединяю маркером также начало ряда. С этой стороны и с этой стороны также. Подхватываю начало ряда. С этой стороны начало ряда маркером фиксирую. Маркером подхватываю крайнюю лицевую здесь петлю. И с этой стороны также. Так, вот она. И затем на этих промежутках выполняю сшивание повязки. Рабочая нить здесь. И подхватываю петли закрытия. Делаю узелок. И наборные петли подхватываю. По изнаночной стороне выполняю соединение. Дойдя до этого маркера, этот маркер убираю, ввожу сюда иглу, соединяю, делаю узелок. Выполняю узелок здесь дважды. Затем перехожу на это место, где следующий маркер. Маркер убираю. Сюда ввожу иглу, где был маркер. Нить аккуратно протягиваю, вот, чтобы она здесь свободно располагалась. Здесь же протягиваю нить и делаю двойной узелок. Затем продолжаю соединение повязки до конца, до этого маркера. Выполнив сшивание повязки до конца, я также на лицевой стороне подхватила последнюю петлю. Вот здесь она у меня закреплена этой же нитью. И смотрите, шов он будет располагаться сзади, а на переднюю часть можно сделать украшение. Либо какая-то красивая одна пуговица, либо это будут бусы,
пайетки, бисер. То есть далее смотрите и украшайте на свое усмотрение. И на этом все, повязка готова. Понравилась идея и процесс вязания? Подписывайтесь на мой канал и ставьте класс к этому видео. Замечания, пожелания или просто отзыв пишите в комментариях. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!